Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости и подписчики моего канала, любители выращивания садовых растений и цветов. В этом видео будем сажать вот такое замечательное растение, которое я выращиваю на своем участке уже очень давно. Много видео показывал вам про уход за данным растением. И это невянник сорта Майфилд. Также это растение еще называют садовая ромашка. Очень красивое, декоративно цветущее растение. Цветет оно практически на протяжении всей второй половины лета. Бывают такие сорта, которые производят 2 волны цветения. Очень декоративное растение. Кроме этого, ромашка садовая также является символом солнца, символом семьи, благополучия, символом мира. Итак, сейчас первая декада марта. Нахожусь я в Московской области. И это самое подходящее время для того, чтобы посеять на рассаду это замечательное растение. Сейчас посмотрим, сколько здесь семян вот в этих пакетиках. Ну, подозреваю я, что их не очень много. Чем раньше мы сажаем ромашку семенами, тем больше шансов то, что она в этом уже году, в конце лета, конечно, ближе к сентябрю, зацветет. Если сажать на рассаду семенами ромашку, скажем, в конце апреля, в начале мая, либо даже в открытый грунт некоторые сразу сеют семена, то, конечно, в первый год посадки она, естественно, не зацветет. Зацветет только на второй год от посадки, но тут еще важно, чтобы она не вымерзла в зимний период, потому что растения обладают не слишком сильной зимостойкостью, бывают в сильные зимы, в морозные зимы, при малом снежном покрове, при отсутствии хорошего такого мощного слоя снега и при сильных ранних морозах бывает, что ромашка и вымерзает, так как поверхностная корневая система преобладает у данного растения. Ну что ж, давайте попробуем в этом году получить цветение уже ближе к осени. Я приготовил для посева вот такой лоток. Земли надо достаточно хороший, такой мощный слой земли должен быть, порядка 10 сантиметров, потому что все-таки корни у растения достаточно большие, и в этом лотке растения будут расти вплоть до момента пересадки в открытый грунт, а это где-то примерно середина мая, может быть конец мая, в зависимости от погоды. Если будет теплый май, то, конечно, я высажу пораньше. Если май будет прохладный, то сроки сместятся на более позднее время. Землю для посадки я буду использовать обычную покупную. Единственное, что я вот немножко добавил в нее, вот видите, вот эти вот вкрапления, это агроперлит вот белого цвета для разрыхления и для насыщения земли воздухом, для разрыхления и для удержания влаги. Так как дренажных отверстий, обратите внимание, в этом лотке нет, очень важно его, естественно, не перелить, не залить, поэтому полив надо будет производить очень аккуратно. Но сейчас я вам все покажу, как это сделать. Итак, грунт готов. Сейчас он находится в рыхлом состоянии. Его перед посадкой необходимо уплотнить, чтобы семена ровно распределились по поверхности. Немножко таким образом уплотняю. Следующий этап, конечно, землю нужно увлажнить, но не делать из нее болото. Земля должна быть слегка влажной. В воду у меня добавлено небольшое количество марганцовки. Получился вот такой розовый раствор. Это нужно для того, чтобы немного продезинфицировать землю. Семена я буду сеять гнездовым способом. Сейчас я вам покажу, что это такое. Чтобы сформировать небольшие углубления в земле, нужно воспользоваться либо вот таким маркером
широким. Можно взять какую-то палочку подходящую диаметром примерно около 1 сантиметра. Но вот для таких целей идеально подходит вот такой маркер. Итак, делаем углубление в грунте примерно глубиной около 5 миллиметров и расстояние между углублениями примерно 2 сантиметра. Таким же способом, кстати, очень удобно сеять петунию, лобелию, другие растения с мелкими семенами, потому что у невяника семена достаточно мелкие. Сейчас я вам покажу, как они выглядят. Сами в этом убедитесь. Вот сформировал я, поближе сейчас вам покажу, вот такие вот лунки. Ну и теперь в них нужно поместить семена. Семян, кстати, достаточно хорошее количество. Вот они очень мелкие, практически как семена петунии. Вот смотрите, какого размера семена. Кстати, мне бы на этот лоток, я думаю, вполне бы хватило даже одного пакетика. Ну, сейчас посмотрим. Теперь беру и в каждое посадочное углубление я прям кучкой сразу, не по одному семечкой, а кучкой сею. Пикировать ничего не нужно будет. Сколько взойдет, столько взойдет. На этот лоток мне хватило одного пакетика семян. Их оказалось достаточное количество для данной емкости. Поближе вам сейчас показывают. Видите как? Не по одному семечку, а сразу по многу. Здесь по 10, по 15 штук, наверное, в каждой посадочной ямке я распределил. Далее я беру опрыскиватель и еще хорошо увлажняю поверхность почвы. После этого я слегка вот так вот беру и немножко прикапываю. Сверху ничего не насыпаю, а вот просто с боков, видите, землю так раз. И эти посадочные ямки как бы прикапываю. Следующий очень важный момент – это создание мини-парничка с повышенной влажностью, ну или мини-теплички. Берем упаковочный пакетик прозрачный и помещаем лоток в пакетик. Таким образом создаются повышенная влажность в емкости и повышенная температура. Это все, что нужно сейчас для быстрого прорастания семян. Семена невяника прорастают достаточно быстро. Температуру нужно обеспечить плюс 20, плюс 25 градусов. И как только появятся первые всходы, этот контейнер, этот лоток нужно будет поставить как можно ближе к окну, либо обеспечить ему искусственное освещение, досветку лампами в течение 12 часов. Но сейчас уже начало марта, сейчас день увеличился по сравнению с зимним периодом, поэтому для невяника в принципе будет достаточно в это время уже естественного освещения. Особенно если ваши окна выходят на южную, юго-западную, либо юго-восточную сторону. Всем большое спасибо за просмотр. Хорошего вам цветения.